Всем большой привет! И сегодня готовлю бумажную лозу к очередному МК по плетению корзинки для новогоднего декора. Хочу получить необычный цвет и, конечно же, делюсь им с вами. Бумажную лозу буду окрашивать в два этапа. И для этого мне понадобятся морилки двух цветов. Морилка у меня НБХ, клен и эбеновое дерево. Для обработки мне понадобится, конечно же, клей, как и обычно. Вы можете использовать лак, пропитку, то, чем обычно вы обрабатываете свои трубочки. И на первоначальном этапе использую только один цвет, морилку клен, для окрашивания всех своих трубочек. Окрашивание я произвожу на подносе. Вы можете окунанием, если так привыкли. Я нахожу данный способ очень удобным, так как цвет распределяется равномерно. Морилка никуда не стекает. И я могу полностью контролировать этот процесс. Небольшими пучками выкладываю. У меня получается по 50 штук. Проворачиваю. И окрашиваю дальше. Расход морилки таким способом получается 500 миллилитров, ориентировочно на 500 штук трубочек. Это очень экономично. При этом раствора я особо не жалею. Да, я вижу, сколько трубочка впитывает. Просто излишки у меня остаются все в баночке. При этом лоза быстрее высыхает, нежели методом окунания. И это сокращает время ее подготовки. Собираю и убираю на просушку. И сразу хочу ответить на нечасто, но встречающийся вопрос, сколько сохнут трубочки. Трубочки сохнут ровно столько и ровно так же, как обычное белье при стирке. То есть, если они у вас сильно-сильно мокрые и влажные, то они будут сохнуть дольше. Если они будут кучкой лежать, их будет много-много-много, соответственно, они также будут сохнуть дольше. Ну, а если они разложены и находятся в сухом и очень теплом помещении, то время высыхания сокращается в разы. Прошло чуть более чем 20 минут, и уже пора обрабатывать трубочки. Я не буду дожидаться высыхания до нужной кондиции, как я люблю, слегка-слегка недосушенные. Мне понадобятся трубочки, которые будут еще слегка влажноватые, такие прям. И обрабатывать свои трубочки я буду раствором, в который добавлю морилку эбеновое дерево. Цвет буду получать, как я и говорила, вторым этапом. Окрашивание и в то же время обработка. В баночку пол-литровую я налила немножко клея. Ориентировочно, даже не знаю, сколько здесь миллилитров, на глаз буду действовать. Раствор обычно мы разводим жидкий, но сейчас вместо воды я буду использовать морилку. Для этого выливаю небольшими порциями морилку прямо в клей. Вы можете не в клей, как я уже говорила, а в лак или в пропитку, чем вы привыкли обрабатывать. Тщательно все перемешиваю. Мне нужно получить раствор для обработки не очень жидкий, не такой, как обычно, а чуть гуще. Потому что трубочки у меня будут влажные еще. Но не настолько влажные, чтобы повредить при обработке кистью поверхность трубочки, а слегка-слегка подсушенные. Так, вижу, что еще можно немножко добавить. И перемешиваю. Добавлю еще чуть-чуть. И что я хочу вам сказать. Получается где-то ориентировочно 1 к 2. Я получаю пропорции. 1 порция клея неразбавленного и 2 порции морилки эбеновое дерево фирмы НБХ. Повторюсь. Приступаю.
Я знаю, что некоторые сейчас задаются вопросом, и вообще такие вопросы задавали мне в комментариях, можно ли сразу трубочки красить и обрабатывать 2 в 1. Честно признаться, я когда-то использовала такой метод, да, сразу в раствор для обработки добавляла нужный цвет морилки, допустим, или колера, и обрабатывала-красила трубочки. Но, что я хочу вам сказать, со временем я поняла, что все-таки трубочки первоначально нужно окрашивать, чтобы получить глубину цвета. Трубочка также может при плетении немножко растрескиваться, и это не очень влияет хорошо на качество плетения. Сразу очень сильно бросаются эти трещинки в глаза. Их, конечно, можно подкрасить, но я предпочитаю двухфазную подготовку трубочек, окрашивание и обработку. Если мне нужно получить какой-то необычный цвет, то тогда я прибегаю вот к такому способу. В раствор для обработки добавляю либо колер, либо морилку и получаю то, что хочу. И мне очень нравятся трубочки, когда они не покрашены морилкой, они гладкие. Если бы я окрашивала их, допустим, колером каким, то тогда они больше бы махрились. А вообще они классные после окрашивания морилкой. То есть сейчас я не тороплюсь их сразу брать и выкладывать на просушку. Я еще кистью хорошо везде прохожусь. При необходимости против скрутки кистью прохожусь. Потом в обратную сторону сразу. Обязательно кончики хорошо прокрашиваю. Проворачиваю. Клей начинает, клей с морилкой, состав мой, начинает стекать вниз. И я получу неравномерное нанесение моего раствора на трубочку. Где-то он будет, темный цвет, ложиться более интенсивно, а где-то менее интенсивно. Получится такие полосочки, как в натуральном дереве можно наблюдать, на натуральной лозе. В общем-то, такой эффект необычный. В то время, я, видите, уже новый раствор не добавляю, в то время как я трубочки прокручиваю и кистью провожу, мой состав уже раствор начал подсыхать на трубочках немножко. Я еще раз обрабатываю, кистью сильно не давлю, и кисть выкладываю, видите, вот таким образом, чтобы не повредить, не дай бог, свои трубочки. Но они нормально себя чувствуют на самом деле. Все хорошо. Все. Собираю. Есть, конечно, видите, излишки раствора, но ничего страшного. В таком состоянии выкладываю на просушку. И беру следующий пучок. Второй пучок обработала. Первый пучок обязательно нужно распределить, чтобы трубочки не склеились между собой. Поближе вам специально показываю, что получается. Конечно, сейчас еще все выглядит не так, как на подсушенных трубочках. Они еще очень влажные, прилипают друг к другу немножко. Но нужно следить за ними, чтобы они не слиплись. Все, теперь я беру новый пучок и далее также буду поступать. Ну а далее у меня все пошло не по плану. После того, как третий пучок я обработала красящим составом, стала ворошить первый и увидела, что трубочки очень сильно прилипают друг к другу. Пришлось схватить фен и начать просушивать этот пучок, потом следующий, и также третий я слегка подсушила. В общем, здесь у меня была допущена ошибка, о ней я расскажу чуть далее, а сейчас предлагаю вам просто посмотреть. Это демонстрация того, как я обычно орудую феном, подсушиваю уже полежалые трубочки обработанные от середины, сначала к одному краю, затем к другому. Ворошу их между собой, обрабатываю сначала очень сильно теплой струей воздуха, а потом уже переключаюсь в конце на холодный
Слегка их охлаждаю и убираю. Так, друзья мои, случился конфуз. При подсыхании раствор был густой, и трубочки, которые стали подсыхать, начали слипаться между собой. Я сейчас что буду делать? В раствор для обработки добавлю еще морилки, чтобы его разжижить, сделать более жидким. Иначе будет беда бедовая. Когда я тестировала данный цвет на нескольких трубочек, да, я не учла этот момент, потому что густой клей, получается, большая липкость создает. Но ничего страшного, мой опыт вы учтете. И при необходимости можете разбавлять, допустим, раствор для обработки даже не морилкой, а добавить немножко воды. Я же все-таки хочу получить более интенсивный цвет. Или его интенсивность можно также контролировать при помощи разбавления водичкой, если не хотите, чтобы он такой насыщенный получился. Ну и в ходе получившегося эксперимента, что удалось мне выяснить? Более жидкий состав, клей мой плюс морилка, он дал по итогу не слипающиеся трубочки. После обработки я их феном уже не обрабатывала. Все отлично, они вот сейчас на стадии естественной просушки. Я потом уже без вас их слегка феном обработаю. Ну а с теми трубочками, которые первые я обрабатывала более густым составом, они успели друг к другу прилипнуть. И, в общем, вы видите, такие пятнышки остались. Это места склеивания. Конечно же, я их феном хоть и просушила, обрабатывать снова не стала. Полюбила их такими, какие они есть. Буду плести изделия, смешать трубочки между собой, все в пакете. Единственное, что еще хочу добавить, все-таки более густой состав. Несмотря на то, что трубочки изначально были более влажные, чем обычно, он дает большую жесткость моим трубочкам. Ничего не красится, как вы видите. При необходимости, я еще за ней понаблюдаю, при необходимости я, возможно, сбрызну их из пульверизатора. Ну, а теперь завершающий момент. Показываю трубочки, какими они получились и будут какими выглядеть на готовом изделии. Конечно, в плетении это будет выглядеть немного иначе все играть. Но я получила неоднородный цвет под натуральную лозу. Вот. Конечно, камера не передает всей красоты. Все равно на картинке сейчас вы видите некую такую оляпистость. Вот. Но, уверяю вас, они очень прикольные. Но это, конечно, все на любителя. В общем, я показала вам, как получила трубочки данного цвета. И теперь осталось дело за малым. Приступить к выплетанию, к плетению. Поэтому скоро увидимся. До новых встреч. Спасибо всем огромное за просмотр. И пока-пока.